Здравствуйте, вы на канале Голос Анха. С вами Хабиб, и в сегодняшнем видео я расскажу о 5 самых опасных предметах, которые не рекомендуется поднимать с земли. С давних пор люди проявляли особую осторожность к предметам, которые находили на земле. Эта предосторожность не была просто результатом суеверий, а имела глубокие корни в культуре и мировосприятии. Считалось, что вещи, оставленные в общественных местах, таких как дороги, перекрестки или даже у порогов домов, могут быть пропитаны чужой энергией. Более того, некоторые находки могли быть оставлены намеренно, с целью передачи негативной энергетики. В народных поверьях существовало правило: не каждая находка сулит удачу, и иногда гораздо разумнее пройти мимо, чем взять в руки то, что может в будущем принести беды и несчастье. Данная осторожность была не только следствием суеверий, но и глубинным страхом перед тем, что предметы способны впитывать и хранить состояние своих владельцев. Вещи, по мнению многих, являются хранителями энергии, которая может передаваться от одного человека к другому. Например, через такие предметы, как украшения, деньги, платки, иглы, ключи и прочие мелочи могли передаваться не только положительные, но и отрицательные состояния: болезни, ссоры, финансовые трудности, одиночество и другие несчастья. Я подчеркиваю, что найденные предметы следует воспринимать как потенциально опасные, особенно если они обнаружены в подозрительных местах или вызвали у человека странные внутренние ощущения. Рассмотрим несколько категорий таких находок более подробно. Деньги. Монеты и банкноты, найденные на дороге, часто воспринимаются как приятная случайность. Однако в народных приметах они считаются одной из самых сомнительных находок. Существовало поверье, согласно которому люди могли избавиться от своих финансовых проблем, бедности и неудач, просто передавая их тому, кто поднимет найденные деньги. Особую тревогу вызывали находки, сделанные на перекрестках, у ворот, возле магазинов или прямо на пороге дома. Такие находки советовали не трогать вовсе, даже если сумма казалась незначительной, так как это могло привести к финансовым трудностям и другим неприятностям. Украшения. Кольца, серьги, цепочки и крестики. Все эти предметы слишком сильно связаны с жизнью, судьбой и личной энергией их владельца. По народным верованиям, через украшения могли передаваться любовные неудачи, слезы, болезни и одиночество. Особенно опасными считались кольца, поскольку они символизируют связь, союз и жизненный круг. Подобрать чужое кольцо земли означало вмешаться в чью-то судьбу и, возможно, случайно взять на себя чужие проблемы и страдания. Острые предметы. Иглы, булавки, ножи, лезвия и любые металлические вещи с острым краем почти всегда вызывали подозрения. В старинных обрядах именно через острые предметы нередко сбрасывали болезни, страхи, порчу и семейные несчастья. Если такой предмет находили у дома, возле калитки, у входной двери или на дорожке, это могло вызвать тревогу. Считалось, что такие находки могут нести в себе негативные последствия, и лучше избегать их. Ключи традиционно символизировали доступ и решение, но в народных приметах найденный ключ мог означать и чужую скрытую проблему, тайную или сложную жизненную ситуацию. Особенно не рекомендовалось поднимать одинокий ключ, найденный в необычном месте, опасаясь открыть себе чужие несчастья. Детские вещи считались особенно сильно заряженными энергетически, связанными с семейными тревогами, болезнями и обрядами. Находки детских предметов, особенно в неблагоприятных местах, на перекрестках, у порогов дома, возле кладбища или в безлюдных местах, старались избегать. Таким образом, отношение к найденным предметам в народной культуре было и остается весьма серьезным. Люди верили, что каждая из этих вещей может нести в себе не только физическую, но и энергетическую нагрузку, которая может влиять на жизнь человека. Поэтому прежде чем поднимать что-то с земли, стоит задуматься о том, какую энергетику это может принести в вашу жизнь. А на сегодня это все, и помните, что в наше время, когда многие из нас живут в мире, полном технологий и научных достижений, старинные поверья и традиции все равно находят свое место в жизни.
Они напоминают нам о том, что мир вокруг нас полон загадок, и что даже самые обыденные вещи могут иметь свою историю и энергетику. Поэтому, когда в следующий раз вы найдете что-то на дороге, подумайте дважды, прежде чем поднять это. Может быть, лучше оставить это на месте и избежать возможных неприятностей.